Друзья, напомню о новогоднем подарке для вас, для тех, кто занимается живописью в моей онлайн-школе. 50% скидка на все видеоуроки, кроме курсов. И есть такая приятная опция, если вы хотите подарить подарок, в виде урока или набора уроков своим близким, вы можете сделать это на сайте. Опция называется «Подарочный сертификат». Ваши друзья, близкие получат по почте доступ к проплаченным вами урокам. Юзер Бум-Бум. Вячеслав, подскажите, почему в ваших портретных работах, как, например, картина «Зеркальце», цвет тела имеет естественный цвет, а вот цвет лица синюшный? Немножко подсинилось, да? Сперва думал, что экран искажает цветовую гамму, но увидел явное различие в одной работе. Поясните, пожалуйста, ваше видение по этому вопросу. Я не знаю, у меня как-то не вызвало каких-то внутренних напряжений. Когда я писал эту работу, она уже продана, и не могу вам ее прям в оригинале показать. Но я люблю сочетание тепло-холодности. Может быть, где-то там перехолодил, вполне допускаю. Может быть, такое было ощущение, когда все выстроено и не хочется исправлять, потому что все красиво, каждый мазок на своем месте. Пусть будет небольшая синюшность в лице. Мне кажется, не помешает. Главное, спасибо, что вы об этом написали, буду обращать на это внимание. Так, Лена Пухарева. У нас, несмотря на красивейшую природу, за всю жизнь встречала художников на пленэре всего 2 раза. Не могу объяснить, почему у нас так не приняты пленэры. Даже дочь учится в художественной школе уже 5 лет, но на пленэры они выходили всего пару раз. И то на территории школы. Мне кажется, об этом не нужно беспокоиться. В Санкт-Петербурге вы бываете, там же сплошь и рядом везде художники стоят, рисуют. В Гурзуфе мы с вами были. Там это вообще мекка для художников. Со всей страны приезжают. И все время пишут. Каждый день где-нибудь стоят. Не задалось у вас в Киргизии пока. Не знаю, приедем, расшевелим ваш народ, и будет народу больше. Проведем там класс. Стесняются, может быть. Что думаете на этот счет, друзья? Как вы ходите на пленэр живьем или так в мастерской по фото? Юзер бум-бум-бум-бум-бум. Не всегда удается уловить портретное сходство. Успокаивать себя тем, что общее впечатление от работы важнее. Да. Конструкция важнее, цветовые пятна, решение композиционное. Вы думаете, что у Модельяне там было какое-то портретное сходство? Да нет. Всегда ли у вас понимающие натурщики? Всегда. Были ли какие-то курьезные случаи? Были. Например, такой, чтобы вы отказывались продолжать работу с человеком. Конечно, но я об этом прям не стесняюсь рассказывать. Потому что, как-то невежливо по отношению к натурщику. Как-нибудь в другой раз. А по поводу сходства, если это не заказная работа, то предпочтение все-таки живописи, качество живописи, живописности. Пусть это будет намек на сходство, но живопись пусть будет преобладать, чем рисунок прям точный. Но если это, конечно, близкий человек или заказ, то, конечно, нужно обеспечить абсолютное сходство. Но чтобы не в ущерб живописи. Сейчас я вам покажу работу, где есть сходство и есть живопись. Но она у меня простояла год, наверное, или 1,5, да. И прежде чем я вчера ее, она висела на стене, я все время был недоволен. Вроде бы все нормально, но нет звучания. Теперь она зазвучала буквально после часа работы. Все в понимании, как в тоне собрать эти пятна.
И вот вы можете, если знаете ее, какой она была, можете сравнить и увидеть, она на выставках была, увидите, насколько она сейчас звучит. Да уже, наверное, 2,5 года прошло, больше.